Всем привет! Вы на канале Good The DIY. Меня зовут Катя, и я продолжаю подготовку к Новому году. Сегодня хочу показать вам, как можно сделать красивого скандинавского гнома из ваты и пластиковой бутылки. Ну а прежде чем приступать к работе, хочу порекомендовать вам творческий канал Яся М. Творча майстерня. Здесь вы найдете много оригинальных работ, выполненных из материалов, доступных каждому. Все как я люблю. Хоть канал еще совсем новый и только начинает свой путь на YouTube, там же много видео мастер-классов совершенно на разные темы. Это не только праздничный декор, но и вещи, которые будут очень функциональны в быту. Выполнены они в различных техниках и с использованием разных материалов. Ну а сейчас вас, конечно же, ждут новогодние мастер-классы. Сегодня вышло видео с изготовлением очень красивого нарядного скандинавского гнома. И после просмотра моего видео переходите по ссылке в описании на канал и мастер-класс. Подписывайтесь, передавайте привет от меня в комментариях. Ну и мы приступаем к работе. Отрезала верхушку пол-литровой бутылки и нижнюю часть заполняю бумагой и камнями, потому что пластик очень тонкий и все время деформируется. Сверху приклеила колпачок от мороженого рожка. Решила на всякий случай загрунтовать пластик, чтобы вата точно хорошо держалась. Кстати, из точно такой же заготовки, только большего размера, недавно делала ангела. Если вы вдруг еще не смотрели это видео, ссылочка также будет в описании. После высыхания грунта оклеиваю тонким слоем ваты. Полностью ее не пропитываю, мне пока что нужно только ее немного зафиксировать. А чтобы она хорошо держалась, нужно обмотать ее нитками и уже сверху пропитать ПВА. Снизу делаю более толстый слой, чтобы сформировать форму широкого конуса. Конечно же, в качестве основы можно взять пенопластовую заготовку в форме конуса или скрутить ее самостоятельно из гибкого картона. После приклеивания каждого слоя его нужно пропитывать ПВА или клейстером. А если ваш клей очень густой, то можно его 1 к 1 разбавить водой. Изначально я задумывалась сделать в форме елки только колпак, а не всего гнома. Поэтому в нижней части сделала такой толстый слой. Лицо буду делать из воздушного пластилина. Так как вата для меня новый материал, нужно еще приноровиться с ним работать. На макушку приклеиваю конус из тонкого картона, чтобы получить более правильную форму елки. Я люблю что-то изменять и придумывать уже во время работы. Когда только приступаю, у меня есть идея и никогда до конца не знаю, каким же будет результат. Для удобства решила использовать не только вату, но и ватные диски. У них более плотная текстура и они хорошо будут держать форму. Начинаю приклеивать снизу вверх, располагая ряды в шахматном порядке. Чтобы середина и верхушка были менее пышными, приклеиваю сначала диски, сложенные вдвое, затем по половинке, а ближе к самой верхушке по четвертинке. В общем, так еще в процессе работы можно подкорректировать форму в зависимости от вашего желания. Через пару часов, когда пластилин сверху уже подсох и покрылся тонкой корочкой, можно приклеить нос. Лучше не делать этого сразу, так как нос довольно крупный и вы можете просто посередине лица получить большую вмятину. Руки буду формировать на проволоке, чтобы им можно было придавать разные положения. Рукава тоже можно сделать из пластилина или ваты. Ну а быстрее нарастить нужную толщину тканью, так не нужно будет ждать высыхания клея. Из ватных дисков делаю манжеты, пропитываю их клеем и оставляю высыхать. Добавляю румянец на щечки и нос. Я подождала, когда он тоже немного подсохнет, чтобы его не деформировать. Добавила елочные чешуйки до самого низа. Мне сейчас он больше похож не на гнома, а на короля из бременских музыкантов.
Теперь диски нужно пропитать клеем ПВА или клейстером. Я разбавила ПВА с водой и добавила строительный колер, чтобы в последующем легче было прокрасить белый цвет. Вот так блекло он выглядит после высыхания. Колера можно было бы добавить и побольше. Покрываю уже более плотным цветом. Я краску тоже немного разбавила ПВА, потому что она очень густая и с ней неудобно будет работать. Потому что вата хоть и загрунтованная, но сразу впитывает излишнюю влагу. Слой высох довольно быстро. Наношу еще более светлый оттенок. После высыхания краски немного заснеживаю елочку. Борода будет не до самого пола, поэтому низ еще нужно немного подкрасить в цвет елки. На рукавах мне хочется сделать вязаную фактуру, как у свитера. Просто вяжу самую обычную косичку крючком. Взяла нитки мулине нужного оттенка и декоративную нейлоновую пряжу с разноцветными пушистиками. Так руки не будут сливаться с общим фоном. Манжеты, которые сделала из ватных дисков, как-то не очень мне понравились, и поверх них решила приклеить присборенную ткань. И за счет них она хорошо будет держать форму. Лишнюю проволоку сгибаю в петельку и вклеиваю между елочных чешуек. После высыхания краски приклеиваю бороду из кусочка искусственного меха. Глаза сначала нарисовала белым перманентным маркером, но цвет получился не плотным, поэтому рисую их акрилом. Брови можно также сделать из кусочков меха или воздушного пластилина. Я взяла не гладкий пластилин, а с вот такими мелкими пенопластовыми шариками. Краска забьет излишнюю неровность и останется такая слегка бугристая фактура. Глаза получились матовыми, и чтобы придать им блеска, можно покрыть глянцевым лаком. А я взяла полупрозрачную светящуюся краску для создания жемчужин. Она ложится таким плотным, слегка выпуклым слоем. Ну и, конечно же, под елочкой должен быть подарок. Для него подойдет упаковка от лекарства или зубной пасты. Упаковочный картон очень тонкий, и чтобы он не проминался, нужно заполнить его мятой бумагой или фольгой. Из репсовой ленты делаю бантик, приклеиваю под него проволоку и прокалываю ей ладошку, чтобы зафиксировать подарок вплотную. Наряжаю елку маленькими игрушками, в качестве которых я взяла красные сахарные ягодки. Еще у меня есть маленькая блестящая веточка из совсем мелких пенопластовых шариков. Разрезаю ее на небольшие пучки и вклеиваю там, где образовались большие зазоры из ватных дисков. Ну и во вторую руку вклеиваю колокольчик. Его тоже креплю при помощи проволоки. И подкрашиваю ее медной краской. На верхушку приклеиваю глиттерную звездочку. И после высыхания краски рисую зрачки черным металликом. Ну вот мое видео и подошло к концу. Напоминаю, что оставила ссылку на канал Яси в описании.
И также оставила ссылку на ее мастер-класс с новогодним гномом. Переходите, подписывайтесь, передавайте от меня привет в комментариях. И до встречи в моем новом видео.